Турция готова остановить войну в Украине. Россияне совершили попытку прорыва в Харьковской области, а российским женщинам дают советы, как общаться с мужьями военными. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Лукашенко 70. Когда и как завершится его карьера? Сбежит ли в Россию или же будет у власти до самой смерти? Что ждет Беларусь? Обсудим результаты опроса. Я думаю, что конец Лукашенко будет бесславным. Не подходить со спины и быть готовыми к агрессии в постели. В России решили обучить жен оккупантов правильному поведению с мужчиной, который вернулся с линии фронта. Изменения могут проявляться во временной непереносимости прикосновений, уменьшении сексуального влечения. Запад медлит в принятии решений, Путин блефует, а Турция имеет свою формулу мира, которая устроит всех. Когда может наступить мир и на чьих условиях? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Российская армия совершила попытку прорыва на бронетехнике в центр города Волчанск Харьковской области. Штурм удалось отбить, сообщают в ВСУ. Сейчас этот город, судя по картам Deep State, наполовину находится под контролем Украины и наполовину под контролем России. Украинские военные говорят, что в результате этой попытки пойти вперед россияне понесли потери и отступили назад. Но интересен тот факт, что таких штурмов было как минимум 2 за день. В Украине заявляют, что сейчас Россия формирует новую бригаду, которая должна поддержать группировку «Север». Кроме того, такие действия РФ говорят о скрытой форме мобилизации, которая проходит преимущественно в бедных регионах страны. Началось формирование новой добровольческой бригады под названием «Барс». В ее состав будут входить 3 отдельных отряда: «Барс Брянск», «Барс Курск» и «Барс Белгород», общая численность которых составляет 4921 военнослужащий. В России появились рекомендации, как женам вести себя с мужем-СВОшником, который вернулся с линии фронта. Женщинам советуют думать о том, что мужчина должен вновь привыкнуть к ней или же детям. В рекомендациях также говорится, что нельзя подходить к мужу резко со спины и громко говорить. Помимо этого, россиянкам надо быть готовыми к тому, что супруги-оккупанты могут не хотеть близости или же наоборот сексуальный контакт будет в агрессивной форме. А еще вернувшиеся с фронта с легкостью возьмутся за стакан, наркотики, поэтому надо прятать дома рюмки, бутылки и вообще, если муж неадекватен и не хочет идти к специалисту, то специалиста надо привести домой. Не рекомендуется подходить к нему резко, со спины. Лучше тихим голосом сначала заговорить, а потом приближаться и дотрагиваться. Если он не против, обнимайте его чаще. Изменения могут проявляться во временной непереносимости прикосновений, уменьшении сексуального влечения. Однако также они могут выражаться и в повышенном сексуальном возбуждении, в необходимости частых сексуальных актов, предрасположенности к агрессивным формам секса. Возвращение с фронта сотен тысяч людей грозит России всплеском преступности. Об этом ранее писал Bloomberg. Издание «Верстка» сообщало, что за первые 2 года полномасштабной войны от рук вернувшихся с фронта СВОшников погибли не менее 107 человек. Еще около сотни получили ранения. А как вы считаете, что будет в РФ после того, как закончится война и все ее участники вернутся в свои города? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Лукашенко 30 августа исполняется 70, и 30 лет из этих 70 юбиляр находится у власти. Сейчас он все чаще привлекает внимание общественности своим нездоровым видом. Неоднократно сам сетовал на то, что тяжело. Однако, вцепившись руками и ногами в кресло, уходить, судя по всему, не собирается. Тем не менее, совсем недавно признал, что не вечный. Президент-узурпатор, диктатор до сих пор повторяет, что сидит на высокой должности, которой ему якобы доверил народ, а сам он за время правления не получил ничего чрезмерного. О том, чем запомнится Лукашенко и каким будет его финал, мы поговорили со старшим советником лидера демократических сил Беларуси Светланой Тихановской Франаком Вечоркой. Я думаю, что конец Лукашенко будет бесславным. Як бы ни развивалась ситуация у Беларуси, в Украине, в России, ягоная эпоха запомнится застоем, репрессиями, черной полосой,
Гісторыкі будуць разбіраць, наколькі ён знішчыў і беларускую ідэнтычнасць і забраў у беларусаў шанец на еўрапейскую будучыню, але я думаю, што ніхто не будзе па ім сумаваць. Калі Лукашенко сыдзе, а гэта адбудзецца, і адбудзецца тады, калі ніхто не чакае. Я думаю, што людзі будуць святкаваць, адкаркоўваць шампанскае, радавацца. Але Лукашенко старэе, ён губляе хватку, ён губляе сувязь з рэальнасцю. Тое, што ён уцягвае Беларусю ў злачынную вайну супраць Украіны, гэта яму ніколі не прабачаць ні беларусы, ні украінцы, ні еўрапейцы. Таму святкаваць яму на свае 70 год няма чаго. Святкаваць яму сваю перамогу не выпадае. Гэта пірава перамога. Гэта той чалавек, які як крывёй жывіцца з гэтай улады. І зараз яму гэтую уладу забяспечвае Пуцін. Якія сцэнары могуць быць зменаў? Канешне, можа быць натуральная смерць, можа быць ненатуральная смерць, можа быць, але менш шансаў, гэта унутраны пераварот, можа быць народная рэвалюцыя. Так ці інакш, сцэнар мы зараз прадказаць не можам. Але што мы можам, як дэмакратычныя сілы, гэта мець план дзеянняў на кожны з варыянтаў. В нашем телеграм-канале мы также задали вопрос, каким будет конец так называемой карьеры Лукашенко, и предложили такие варианты. Он будет свергнут и предстанет перед судом в Гааге. Второй вариант – не уйдет, пока не умрет. Третий вариант – Кремль найдет ему замену. И четвертый – сбежит в Ростов-на-Дону или в Китай. На момент записи выпуска большее количество голосов набрал второй вариант – не уйдет, пока не умрет. Также часть нашей аудитории предположила, что Лукашенко придется бежать в Ростов-на-Дону, как в свое время это сделал украинский президент Янукович, или же в Китай, где учится его сын Коленька. А как вы считаете? Нам интересны ваши варианты, напишите, пожалуйста, их в наших комментариях. Если Украина ударит дальнобойным западным оружием по российским объектам на ее же территории, это вынудит Путина перебрасывать силы и средства для защиты таких объектов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на американских военных аналитиков. В США до сих пор ведутся дискуссии, а что же будет, если Вашингтон даст Украине разрешение бить американским оружием по военным объектам РФ. Одни аналитики считают, что Путин мог бы воспринять такой удар как нападение самих США на РФ. В то же время другие американские и европейские аналитики уверены, что угрозы Путина напасть на Запад, в том числе применить ядерное оружие, это просто блеф. Генерал США в отставке, который ранее руководил НАТО в Европе, заявил, что исход войны зависит от решений Запада. Эта война закончится именно так, как решат западные политики. Если мы продолжим делать то, что делаем, Украина в конечном итоге проиграет, потому что прямо сейчас мы намеренно не даем Украине то, что им нужно для победы. Авторы издания также уточняют, что удары по военным объектам РФ, которых более 200 в зоне досягаемости западного оружия, могли бы укрепить украинскую оборону. Турция может иметь специальную формулу, которая помогла бы закончить войну в Украине. Atlantic Council пишет, что сейчас Анкара обладает инструментами для предотвращения эскалации со стороны России и может предложить такой вариант, точнее путь к завершению войны, который поддержали бы все стороны. Издание уточняет, что Турция, согласно своему видению безопасности в Черном море, проводит треугольный баланс между Россией, странами НАТО в регионе и не входящими в НАТО турецкими союзниками. Теория европейской и натовской безопасности, завершение конфликта в Украине и стабилизация Черного моря должны рассматриваться комплексно. И треугольный подход Турции учитывает как то, что могут прогласить русские, так и то, что Запад может принять, если и когда Украина будет готова. Латвия готовится к возможному вторжению на ее территорию российских танков, а потому на границах будут установлены так называемые зубы дракона и противотанковые ежи. Все это часть Балтийской линии обороны, которая является самым крупным совместным проектом стран Балтии. Известно, что эта линия обороны включает в себя подземные бункеры и хранилища для мин. Кроме того, Балтийская линия обороны создана и для борьбы с незаконными мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через РФ и Беларусь. Но все же главная задача линии обороны, как говорят в Риге, остановить или, по крайней мере, замедлить возможное российское вторжение. Мы ни в коем случае не должны недооценивать империалистический настрой и уровень агрессивности нашей соседней страны. Я не хочу здесь делать никаких предположений о том, что может замышлять кто-то по ту сторону границы. Но мы должны укреплять наши вооруженные силы и обороноспособность вместе с нашими партнерами без страха и паники.
Минск пытается нанести удар. У Лукашенко говорят, что придумали ответные ограничительные меры на западные санкции. С 15 октября начнет действовать запрет на ввоз в Беларусь полиэтилена, шин, плит ОСБ, фанеры, столярных изделий. А еще Лукашенко решил, что в Беларуси не место сумкам, чемоданам, обоям, керамической плитке, холодильникам, подгузникам и пеленкам из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии. Тем временем Литва и Латвия хотят добиться унификации санкций против Беларуси и России. О том, как белорусский режим реагирует на санкционную политику Запада, мы также поговорили с советником лидера демократических сил Беларуси. Санкции павінны біць па тым, што сапраўды важнае для Лукашэнкі. Тое, што дае яму фінансавыя патокі. Гэта ваенна-прамысловы комплекс, гэта банкаўскі сектар, гэта нафтахімія, гэта угнаенні і калійныя угнаенні ў першую чаргу. Тое, што не ўплывае на жыццё простага чалавека, але тое, што ўплывае на жыццё Лукашэнкі і яго номенклатуры. І зараз санкцыі дастаткова моцныя у тэорыі, але яны кепска рэалізуюцца, не хапае механізмаў па кантролі за выкананнем гэтых санкцыяў. Каб не даваць ні Лукашэнку, ні яго кашалькам, іх абыходзіць. І мы бачым, што і Злучаныя Штаты Амерыкі і Брусэль, яны закрываюць лазейкі ў санкцыях. Што б магло дапамагчы, гэта другасныя санкцыі супраць тых краінаў і супраць тых арганізацыяў за мяжой, якія дапамагаюць Лукашэнку і Пуціну у іх абыходзе. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите и можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.